что такое опыт? Опыт – это вовремя остановиться и проверить, что у вас под капотом. Техническое обслуживание автомобиля в автосервисе «Фит-сервис». Автосервис «Фит-сервис» – безупречный сервис для автомобиля и автомобилиста. Сегодня мы отправляемся в настоящее приключение. Глубоко в лесу, скрытый от цивилизации, нас ждет заброшенный лесной кордон. Когда-то здесь кипела жизнь, а теперь лишь 2 дома из 4 противостоят разрушительному действию времени и природы. Мы уже были здесь зимой, но сегодня наша цель – разведать более удобный и короткий путь. Оба! Забегая вперед, скажу, легкой дороги сюда нет. Только наша мотивация и сила воли помогут нам в этом непростом деле. Мы с Виктором с канала «Лесные тайны» попробуем вдохнуть новую жизнь в избушку. Ведь когда-нибудь она может стать спасительным приютом для заблудившихся путников. Все, предстоит пройти нам километра 2, наверное. Не так уж вроде бы и много, да, но неизвестно, что сейчас там, как дорога раскиселилась, может быть, вся. Пока, слава богу, еще все плотничком идет, а мягкого грунта нет, вода не стоит. Витя тоже груженный, у него и печка, и бензопила, вон еще и штатив. Все для вас, дорогие зрители. Ну вот собаки здесь проезжали зимой, еще следы, вот наши пиленные деревья, вот еще, вот. Воспоминания такие интересные. Да, тогда было тяжело, да, в принципе, и сейчас тоже не так уж и просто. Осталось еще, наверное, с километра где-то. Совсем чуть-чуть. Но самое плохое, что сейчас придется в лесные заросли заходить. Уже в густую вот эту вот, в густоту все. Валежник. Перешагивать, обходить как-то. Уже прям мысли о теплой избушке, о печке, о горячем чае посещают меня. И очень хочется побыстрее дойти до нее. В лесу во многих местах вот такие вот лужи, да, которые образовались. Там еще вода не высохла, не ушла. И выглядит это все тоже эпично. Прям классно. Мне нравится вообще такой лес с лужами. Единственное, потеплее было бы чутка, было бы еще лучше. Опа! Вон еще один пропил. Тоже мы здесь шли. На собаке проходили это место. Опа! Ого, смотрите, какая большая березовая капа, или кап. Поделки из нее делают разные. Лось орудовал. Кору ел. Это уже какой-то полтергейст, блин. Каждый раз, когда мы сюда идем, причем по координатам, которые сохранены у меня в программе, мы каждый раз блуждаем. И вот опять мы не видим ее, избушку. Точнее, лесной кордон целый даже. Он где-то рядом должен быть, а мы опять ходим вокруг. Какие-то овраги появились, которых, как бы, в принципе, не должно было быть. Мы же на собаке как-то приезжали на мото. Очень странно. Как будто бы мы должны прям нормально так устать, прежде чем до нее дойти. Фух.
чтобы потом было приятно там время проводить. Я чуть не знаю. Опять лосиный след. Приходил сюда на ручей попить воды. Смотрим на ручей, изучаем его возможности на предмет того, чтобы из него сегодня брать воду. По картам, да, то есть показывает, что у этого ручья исток где-то прямо рядом с избушкой. То есть если там есть родник, бьет родник, да, то будет вообще просто великолепно, и мы сможем пользоваться этой водой. Естественно, все равно будем ее кипятить, но хороший источник воды поблизости с избушкой, это дорогого стоит. То есть там 100 метров буквально прогуляться, это будет шикарно. Вроде как все в порядке, все как и было. Какие планы на сегодня? Надо сделать окна, надо в первую очередь печку вывести, чтобы начать просушивать помещение, да, от влаги, от сырости. Дверь поставить, конечно же. Ну и попробуем сегодня заняться вот этой вот паклей торчащей. Либо ее как-то попытаться срезать, либо взял специальную такую штучку, я не знаю, как она называется, для того, чтобы паклю забивать, короче говоря, на стамеску похоже. Либо будем забивать ее обратно, не знаю. И в идеале еще было бы здесь крышу загерметизировать. Там в одном месте она протекала, и вот этот угол, он сырой, влажный. Просто мы будем спасать таким образом избу от гниения окончательного, чтобы она не сгнила. То есть там надо на крышу будет залезть завтра и уже что-то придумать, сделать. Ну а сегодня погода такая, переменчивый дождь. Пока шли, то он начинался, то заканчивался. И очень прекрасно, что мы наконец дошли до сюда. И теперь сидим здесь под сухой крышей, практически под сухой, кроме того места. Что, тогда печку ставим? Да? Начинаем с нее. Надо прикинуть нам, где труба будет выходить из избушки, да, то есть печь будет стоять рядом с дверью, как раз отсекать холодный воздух, поступающий сюда. Единственный минус бензопилы, то что вот она вот так воняет, и приходится выбегать из помещения. Небольшой пил делаешь и выбегаешь. Вон дым повалил. Да, печка топится. Здесь вообще, видите, как заволокло все дымом от бензопилы. Ну ладно, сейчас тут вот эти два пила до конца допилить, и уже можно будет выбивать
бревна наружу с ноги. Удалось разжечь без бересты. И самое интересное, что вот это вот бревно, да, это как раз вот из стены избушки. То есть представляете, насколько оно сухое, что достаточно было прям вот лучин наделать, и все горит идеально, да. То есть избушка еще может прослужить еще очень долгое время. Сруб в отличном состоянии. Прям вот может быть, ну, небольшая часть там чуть-чуть подгнивает, да, снаружи. То есть вот это вот внешнее кольцо, там сколько там, ну, 2 мм. Но в целом идеально сухой сруб. Это, конечно, классно. Это радует, значит, может быть, мы еще сюда вернемся и не раз, и не один год еще будем сюда приходить и проводить здесь время.
Ну и попутно решили устроить небольшой субботник. Как вы видите, здесь много всякого деревянного мусора преимущественно. Ну там чуть-чуть, может, что-то есть такое, что дымит, но совсем чуть-чуть. Ну зато смотрите, какой вид офигенный теперь стал. Там лавочка, скамейка, да. Здесь все освободилось. Огромное спасибо подписчице, которая прислала вот эту аптечку из Израиля. Не помню фамилию, имя, но я сейчас здесь вот напишу внизу текстом. Вот, наконец-то пригодилось. Не зря я туда положил. Проспиртованные прям вот салфетки офигенные. Жжет очень хорошо. Значит, это точно спирт. Ну и заодно сейчас пластырь наклею. Спасибо. Короче говоря, сыну надо было купить для занятий по логопедии, по-моему, вот такую клеенку. Это вообще клеенка настольная. И я, соответственно, когда материал в руки взял, смотрю, какая классная штуковина, и думаю, блин, так это же прям вот офигенное стекло будет, которое можно смотать в рулон, взять с собой, да, вот в избушку сюда. Здесь уже по приходу около печки чуть-чуть подогреть, чтобы она лучше раскручивалась, и все. В общем, сейчас степлером прибиваю его к этой раме, по размеру все подрезаю и обратно установим раму на окно, посмотрим, как это все будет выглядеть. Жизнь закипела у нас здесь. Субботник проходит на ура. Все сжигаем лишнее, да? Уже почти в радиусе там 5 метров вокруг этой избы ничего нет. Окна поставлены. Пока я занимался окнами, Витя заготовил доски, разобрал какой-то шкаф. И из этих досок, так как они легкие, плюс у них есть пазы, вот видите, здесь пазы, из них мы сейчас установим дверь. Дверь должна быть легкая и теплая. То есть мы, естественно, утеплим где надо. Утеплитель есть. Мы когда уходили в прошлый раз, здесь оставили в одном нашем тайнике утеплитель, гвозди, саморезы, много чего. Достаю гвозди из этих досок, чтобы они не мешались, и потом уже делаем дверь. И я думаю, можно будет на ручей сходить. Ну а Виктор сейчас еще и дровами заготовит дров березовых. Они нам пригодятся растапливать печку ночью. От березовых дров все-таки намного больше тепла исходит, хотя в нашей избушке уже тепло и комфортно. И, честно говоря, прям избушка превращается в дом, такой настоящий уютный лесной дом.
О! Смотри как. Отлично. Так, еще вот это вот. Зашибись. В домике тепло в избушке. И решили пойти на разведку. Посмотреть, где же тут вода. То есть вода-то мы знаем где. Мы хотим просто найти исток этого ручья. То есть где-то, наверное, родник бьет, да, ключ какой-то. И, соответственно, уже там воду и набрать, если мы его найдем. Ну, если не найдем, то просто воды наберем, где получится. Теперь у нас есть вода, и мы знаем, где ее набирать. Попутно, буквально там полчаса назад, нашли металлический лист, такой лист жести, который уже немного проржавел, и можно его продырявить под размер трубы будущей, не этой, а будущей, то есть 115 где-то, да, и вот так вот сюда установить. И когда в следующий раз мы уже все-таки привезем нормальную печку, ну это отличная печь, но она отличная печь для весны-осени. А для морозов там минус 30 все-таки хотелось бы чуть побольше объема и теплоотдачи, да, от печки. Поэтому сейчас этот лист жести я попробую пробить своим просто ножом. Я думаю, все получится, потому что, ну, уже металл старый, немножко ржавый, повторюсь таки, и все будет нормально. То есть я его пробиваю по диаметру будущей трубы и потом гвоздями сюда прибью, установлю на избу, да. Ну, вид вообще совершенно другой, конечно. То, что было там, не знаю, 2 месяца назад или 3, по-моему, да, и сейчас, ну, совершенно огромная разница, да, и окна классные, не как тогда, утепленные, не пойми чем. И здесь территория облагороженная, уже все чисто стало, аккуратненько. В общем, просится еще одна дверь вот сюда. Но я думаю, мы оставим эту работу на следующий раз, чтобы было что снимать и что вам показывать и рассказывать. Все, сейчас установлю лист жести сюда на трубу.
Хорошо сидим. Что-то пока сидим, смотрим за костром. Выстрелы прям. Первый раз 9 было, по-моему. Второй раз что-то около 7 выстрелов. Откуда-то сзади, оттуда. Охотники. Лосей здесь много. Косуль, наверное, тоже много. По идее, что ты говоришь, медведи раньше были? Да, медведи были прям очень много. В честь этого даже деревню назвали. Я думаю, здесь и волки тоже по-любому есть. Поэтому у нас такой костер хороший, чтобы отпугивать животных. Мало ли что. Все? Так. Шикарно. Не вышли, что ли, гости? Да, вообще отлично. Ну и прям бушкрафт как будто. Супер. Ручка, да. Пришло время забить всю паклю по возможности. То есть сейчас все стены попробуем пройти. Не знаю, насколько сил хватит. Может быть на одну, может быть на две, может быть действительно на все стены. У меня вот такой вот, как она называется, штука, не знаю, короче. Вот такая вот стамеска. А у Вити топор. То есть будет топором у себя там тоже забивать паклю. Внутри сейчас очень тепло. Ну, во-первых, весна, понятное дело. То есть на улице даже +1, +2, наверное. Но здесь, ну, градусов 20-22. То есть я в термобелье лежу, мне очень комфортно. Я нахожусь в самом дальнем углу от печки. Печка раскалилась просто до пределов. Какой-то кошмар. Сейчас закроемся перед сном, конечно же, дверь импровизированную такую сделали мы. Импровизированный крючок-то был здесь, а кольцо, куда крючок вставляется, вот это вот мы кое-как сами сделали с помощью проволоки и гвоздя. Понятное дело, что при желании это не защитит ни от кого, для самоуспокоения, да, нормально. Здесь и волки водятся, и медведи водятся, но, как бы, я думаю, все нормально будет. Вот. В общем, спокойной ночи, до завтра. Ну что, доброе утро, друзья. Проснулись. Сегодня ночка была очень теплая, комфортная, из-за того, что есть в доме дверь. Спалось спокойно, как-то на душе было, да? И решили сейчас сразу по-быстренькому сделать все дела.
Витя пошел за водой опять, чтобы приготовить завтрак, точнее вчерашний ужин, которого не было, да? Ну, а я, соответственно, сейчас по-быстренькому доделаю крышу. То есть вот здесь, вот, как вы видите, крыша дырявая, и, соответственно, из-за этого весь угол стал гнить. То есть частично он уже прогнил, что влечет, несет в себе опасность, и изба может просто обрушиться, да, со временем. То есть если вот эти вот венцы совсем сгниют наглухо, то они превратятся вот в то же самое, что сзади вас. Сейчас я вам покажу. Короче, лезу на крышу, просто прибиваю вот такие же пласты, прорезиненные мы нашли, вот эти вот пласты, кровлю прибиваю, один, может быть, два, и на этом все. Ну все, теперь я доволен. Крыша полностью гидроизолирована. В идеале, конечно, было бы неплохо всю эту изоляцию обновить, потому что она уже во многих местах топорщится, и все равно вода туда может попадать. Но не в тех объемах, как здесь. То есть здесь весь снег, который таял, вся вода шла на угол. Сейчас такого не будет, и гниение мы, надеюсь, остановим дома. А в следующий раз, когда приедем, попробуем укрепить эту стену. Прибить доску изнутри и снаружи. Вот где-то вот здесь вот, да, одна доска пойдет. И изнутри точно так же она будет связывать. То есть каждое бревно через доску мы пробьем гвоздем. Вот так вот. Но это уже в следующий раз. На сегодня не так уже хватит. Я думаю, не все из вас знают, что сейчас на рынке тушенки появился очень крутой производитель. Уже по Первому каналу я рекламу видел его. Тушенка прям расходится огромными объемами, и отзывы просто офигенно положительные. Производит ее Илья с канала Тайные Тропы. Илюха, привет тебе большой. Сегодня мы, наконец, попробуем эту великолепную, вкусную, надеюсь, тушенку. И, конечно же, оставим свой отзыв. Также хотим сказать огромное спасибо за вот эту вот тушенку Александру. Вроде бы из Питера, да? Да, из Петербурга вроде. Вот. Мы и эту тушенку тоже сегодня попробуем. Вот такой вот у нас скромный ужин сегодня. Точнее, ужин. Это должно было быть ужином вчера, да, сегодня это завтрак уже. Вот. В общем, всем спасибо. Приятного аппетита, если вдруг вы тоже хотите поесть. Накладывайте себе еду. Да, тушенка действительно классная. Не зря миллионы отзывов по всей России об этой тушенке есть, поэтому рекомендую и вам, друзья, попробовать ее. Я думаю, надо обратиться к Илье, да, с канала Тайные Тропы, и он уже как-то там скажет, где можно ее приобрести. Ну что, Александр, спасибо тебе еще раз. Пробуем твою тушенку, барс, свинину. Сейчас попробуем кусочек.
Ну, действительно классно. Очень вкусно. Я уже попробовал, офигенная, прям классная, да. И Илюхина тушенка тоже огонь, прям, ну, чистое мясо, жира нету, жилок нету, все идеально, отлично. Это тоже хорошая тушенка. Все, потихоньку собираем вещи. Вот так вот привязали макароны, да, оставшиеся, которые мы не съели. И посмотрим, доберутся ли до них мыши в следующий раз. Записался в тетради, ну, чисто так для себя, да, что мы здесь были 27-28 марта 2025 года. Мне очень уже этот дом нравится, эта избушка. Уже становится она родной. Теперь здесь есть все условия внутри для хорошего времяпровождения. И в следующий раз, если мы придем, то будет здорово добить эту паклю дурацкую, да, то есть уже по той стене все доделать. И действительно, может быть, вторым помещением заняться. Со временем можно было бы превратить его в баню. Это было бы вообще здорово, да. Но так как ездить сюда далеко, будем посещать вместе это место, наверное, с Виктором, да, и будет это там происходить раз там в 2-3 месяца, наверное, я так думаю. Что я хочу сказать? Соблюдайте чистоту, друзья, то есть, если вдруг найдете такую же избу подобную, оставайтесь с людьми, не будьте свиньями, любите природу, это тоже очень важно. Старайтесь уносить с собой мусор, если возможности нет, ну, например, как здесь, да, аккуратненько, потихоньку его сжигайте, ни в коем случае не создавая пожароопасную ситуацию. Ну, то есть, естественно, летом не надо его сжигать по-хорошему. Ну, если только там не идут неделю дожди уже, например, да, и лес влажный. На этом на сегодня все. Сейчас собираем вещи, разберем печку. Уголь, естественно, тоже уберем, чтобы здесь не оставлять без присмотра. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал Виктора Лесные Тайны. Не забывайте писать комментарии, они очень важны, даже хейтерские. Спасибо, всем пока, до скорой встречи. Погнали. Да, про Витю я чуть не сказал, что... Ладно, поймут. Я снимаю ролики. Подожди, она что, не снимала? Да, не снимала. Ну ладно, сейчас. Я думаю, надо обратиться к Илье, да, с канала Тайный Троп, и он уже как-то там скажет, где можно ее приобрести. Ну, а что там дальше, посмотрим. Вон какахи чьи-то, какого-то животного. Фу. Классное место. То есть, если кто не был в Чувашии, то приезжайте. Обязательно посетите Мокринский мост железнодорожный, вот этот старый. Потом, что еще, мельницу старую мы посещали, тоже советую посмотреть. Тоже классное местечко. Да и вообще, ездите по стране. У нас много интересных и красивых мест на самом деле.